Вот мне на днях позвонил один давний приятель. Стал он на путь давно, лет 15 тому назад, шагает по пути. И мне признался, говорит: Александр Васильевич, я сейчас стал читать первый том этюдов сакраментальной жизни. Это то, что мы сегодня с вами разбираем, да? И говорит: какой я был дурак, здесь же есть все. Я говорю: ты не дурак был, просто сознание меняется со временем. Так не бывает, чтобы сразу вы почувствовали всю глубину и на себя примерили, чтобы это вашим стало. А так вы, да, знаете, можете ответить, я вас спрошу, вы ответите, можете зачет сдать. Понимаете? Но чтобы это вашим стало, чтобы вы почувствовали, что это часть вашего сознания, вот надо лет 10-15, наверное. А? Поняли или нет? А так все бегом. Пустышки, те, кто бегом, просто пустоцветы. А вот постепенно, не спеша, послойно все как бы открывается, снимается вот эта луковая шелуха, как говорит мать, а там потом это мякоть под луковой шелухой. Она говорит: тоненькая шелуха, но плотная очень. Вот пока эта шелуха не сойдет, эгоистическая шелуха, мы не продвинемся столь стремительно, как это можно было бы сделать. Но, увы, дело во времени. Не вы делаете, не вы решаете эту проблему. Вы только открываетесь потоку и не мешаете ему делать свое дело. Ясно? Вот он это делает, он это уничтожает, он это трансформирует. Вот то, что нам мешает стать тем, кем мы должны стать. Понятно? Так что спустя 15 лет он сказал: какой же я был дурак. В Агенде, в первом томе, я, говорю, только начал, там все есть. Вообще везде все есть. И в первом, и в втором, и в третьем, и о самом главном, и в истории, там есть все. Читайте, пропускайте, духовным оком читайте, пропускайте через себя. Где-то отзовется, обязательно отзовется. Но, может, не через 15 лет, он, может, был очень уверенным в том, что он может своими силами что-то сделать. Ну, бывают такие люди. Да? А тут пришлось сдаться. Ситуация по жизни заставила, не буду говорить, какая. Ясно? Сдаться воле Всевышней. Вот и все. Ладно, идем дальше. Удовольствие бесполезно, оно служит только для личного удовлетворения. Ну, что касается нашей витальной сущности, да, нашего витального существа, то вся его эгоистическая философия, вся абсолютно, как бы это ни вуалировалось умом, вся его философия эгоистическая заключается в желании получать удовольствие, неважно от чего. Ясно? Погоня за удовольствиями. Оно живет в постоянном поиске удовольствия, а при их удовлетворении стремится к повторению. Но не всегда получается, да? Или не получается вовсе, значит, новое удовольствие выискивается. Но бесполезно. Удовлетворить или насытить витальное удовольствиями невозможно. И в витальном мире действует непреложный закон. За полученное удовольствие надо платить. Платить страданием, платить унынием, платить разочарованием и многими нежелательными для обычного человека вещами. Понятно? Обязательно надо платить. А спонтанная радость, просто пребывание в Божественном, и получение удовольствия от жизни – это совершенно разные вещи. Вот радость жизни и получение удовольствия от жизни – это совершенно разные вещи. Понятно, наверное? А некоторые думают, что вот витальное удовольствие, получение витальных удовольствий – это и есть часть как бы божественной или духовной реализации. Совсем не так.
Наверное, имея мы более совершенный язык, откровения были бы яснее. Наш язык беден. Санскрит лучше, это гораздо более богатый и тонкий язык. Современные языки слишком искусственны. Я хочу сказать поверхностные и интеллектуальные. Смысл дробится на кусочки. И свет, стоящий за явлением, пропадает. Так вот здесь она говорит о том, что используемые людьми современные языки не в состоянии отразить тончайшую суть и аромат многих духовных переживаний. Это языки, которые являются продуктом ума, то есть ментальным продуктом, а ментальный продукт, он всегда измельчен, расчленен, фрагментирован, раздроблен, там нет целостности в ощущениях. Поняли, наверное? Ум все фрагментирует. Это мы блестяще, по-моему, показали в поведении пилотов в экстремальных ситуациях при переходе их в рассудочный режим. Когда целостный образ полета распадается на фрагменты, и уже не в состоянии пилот все эти фрагменты соединить воедино. И посему возникает аварийная ситуация и приводит к печальному концу. Это наша ментальная структура, она все фрагментирует, все дробит на отдельный мельчайший фрагмент. Тоже и язык. Язык – ментальный язык. Он тоже пытается как бы со всех сторон, своими, используя все ментальные возможности, все, так сказать, нюансы и фрагменты, описать то, что описанию в конечном счете, а это духовный опыт и переживания, не подлежит. В ощущениях, да, замечательно, вот все, вот оно, а открываешь рот, все куда-то уходит. Она говорит о санскрите. Возможно, древний санскрит, как язык, рожденный большей частью все-таки чувственным миром, оперирующий образами, он способен в вибрациях или тончайших каких-то нюансах совокупно отразить то, что не способно быть выражено обычными словами или ментальным языком. Не знаю, я санскрит не знаю. Я думаю, что и вы не слишком в этом вопросе подкованы. Не знаю о других языках. Лишь поэтический язык, тут язык таких молниеносных, что ли, откровений, или духовных озарений, как хотите, да, он отчасти способен приблизить, отчасти, еще раз подчеркиваю, приблизить чувствование поэта к пониманию читателя. Потому что иногда возникают какие-то абсурдные словосочетания, но они очень хорошо отражают состояние. С точки зрения даже русского языка и орфографии, фонетики, и еще... Язык чем у нас характеризуется? Вроде бы не годится, да, чушь какая-то, а в вибрациях все понятно. Понятно? В вибрациях. Слава Богу. Мы с вами пытаемся разговаривать все-таки на языке вибраций. Да? В молчании у нас должно это получаться. Вот. Так что пара точных поэтических строк может вполне заменить пару абзацев такого громоздкого интеллектуального текста. Вообще мастер переводить вибрационное озарение в слова был Блок. Феноменальный поэт. Просто феноменальный. Поэтому, Почему? Не понял. Почему Блок вдруг? Блок. Как почему? Потому что он умел. Он вообще не понимал, что он говорил. Он считывал вибрации, переводил это на язык. Абсурдный язык. Знаете, у него язык абсурдный, вроде бы. Вообще Блок не мог двух слов связать, он не мог устно говорить. Просто не мог. Если он начинал говорить, у него абсурд получался в словах. А в поэзии там тоже абсурд, но настолько вибрационно он ощутим. Его надо, так же как агенду, лет через 10-15, если вы обращались к Блоку, посмотреть повторно. Хотя не советую, он вам теперь не нужен. Это я по глупости еще в свое время анализировал что-то. Лет 20-30, наверное, тому назад. 30, наверное. Все незнакомки у него.
Все о таинственной незнакомке. Да при чем тут незнакомка? Незнакомка – это некий образ, который вообще не имел вещи, которые можно потрогать. Это оттуда все незнакомки. Вот оттуда. И пить меньше надо было, конечно. Его поток разрушил поток. Вот он чувствовал, как говорил, музыку, революцию или вот время. Гудело у него в ушах, и озарения сыпались. Вот вся музыка. Так что вы сейчас тоже музыку должны слушать. Есть музыка? Гудит иногда? Фанфары ощущаете? Нет? Ну ладно. Это со временем. Почувствуйте. И не случайно, вот Шри Ауробинда, видимо, разочаровавшись в возможности ясного интеллектуального изложения переживаний духовных, ну, в прозе, да, он действительно в этом деле-то мастер был, он умел это сделать. Вот. Но, тем не менее, он все-таки разочаровался и перешел на использование поэтического языка. И написано им на английском языке поэма Савитри подводит итог его многолетней духовной работы. Не знаю, стоит ли вам читать сейчас Савитри на английском языке. Ну, в переводе стоит, наверное, прочитать. На английском не думаю, что вам там будет это понятно. Вот. А что касается перевода поэтических текстов с языка оригинала на другие языки, то это сделать без существенных потерь просто невозможно. Поэзия, она непереводима. И Иосиф Бродский, который неплохо освоил английский язык, писал на английском языке, он как-то попытался перевести несколько своих стихотворений на английский язык, однако, по его признанию, ничего путного из этого не получилось. Ну, вообще-то, все в свое время надо делать. Да? Те озарения, которые приходили при написании, да, они не могут быть повторены. Вот, так же, как это было в момент написания. Их нельзя повторить. В современных языках свет как будто проходит сквозь сито и дробится на части. Поэтому приходится восстанавливать понятия. Что-то ускользает. Ну, она здесь говорит о том, что при попытке выразить истинное переживание, духовное переживание или духовный опыт на современном ментальном языке, целостность его неизбежно нарушается, то есть дробится на отдельные фрагменты, а потому ускользает, это понятно. И она, описывая свои многочисленные опыты, духовные, психофизические переживания, чтобы передать полноту восприятия, пыталась максимально выразить их утонченным ментальным языком, используя сравнения, используя аналогии с тем, что уже людям знакомо. То есть она об одном и том же переживании как бы с разных сторон говорила. У нее много повторов. Так же, как в Агни-йоге у Елены Ивановны. Повторов очень много, об одном и том же. Ну, несколько другая грань высвечивается, и тогда, может быть, большему числу людей, которые, ну, имеют некие особенности, да, индивидуальное понимание, это может быть понятно. Поэтому повторы не страшно. Меня поначалу упрекали, когда я только начинал говорить, говорили: Александр Алексеевич, вообще все повторяете, вы по кругу идете, по кругу идете. Вот я тогда ходил по кругу в повторах не потому, что я ходил по кругу. Я чувствовал, что для понимания все-таки хотя бы изначального требуется опять к этому возвратиться, может быть, как бы с несколько, ну, иной позиции, что ли, понимаете, да? Так что не ругайте меня за повторы. Вообще-то мы одно и то же говорим постоянно. Заметили? Об одном и том же. Хотя все можно вообще в 3 словах выразить. Откройте поток и не мешайте ему работать.
Все. И больше ничего. Откройте полток молчания ума и не мешайте ему работать. Не мешайте вмешательством ума ему работать. Делать дело. И тогда будет результат. И еще не имейте цели чего-то достичь. Просто наблюдайте, что с вами происходит, и не делайте глупостей. Что такое глупости, знаете, да? Не будем повторять. Вообще кратко вот все. А так приходится, ой, сколько говорить. Но говорим. А есть такие переживания, которые вовсе не поддаются передаче словами, которые не с чем сравнить. Например, одновременное ощущение бесконечно быстрого движения, вибрационного, в себе, что ли, и одновременно состояние абсолютного покоя. Как это? Или ощущение себя везде и нигде. Это же невозможно никак выразить. Везде и нигде. Странно, да? Но по-другому не скажешь. Со стороны это может бредом казаться, а переживания это реальные. И задача описания этих переживаний равносильны той, которая стоит перед человеком, который намеревается, например, описать вкус лимона для тех, кто его никогда не пробовал, не знает. Вот вкус лимона хорошего. Или блюдо из поваренной книги. Знаете, вот, ну как опишешь? Так вот, в агенде главной задачей матери было максимально выразить словами свои ощущения и сохранив при этом за фасадом слов, да, базовую вибрацию переживания, ту, которая само переживание породило и рождает вот те слова, которые не в состоянии выразить. Это очень сложная задача. И только тот, кто имел уже сам подобные опыты, он непременно это поймет посредством той вибрации, которая стоит за словами. То есть тождественные переживания, они становятся понятными. Вот я таким образом-то вот агенду, как бы и прорабатывая, отождествлялся со своим собственным, так сказать, опытом разного рода переживаний и находил их у матери. Это меня поддерживало во многом в правильности сделанного выбора и того, что в результате получается, да? И я не случайно в подназвании «Этюдов сакраментальной жизни» фразу такую поместил: «Проживая агенду матери». Проживая агенду матери. Это часть меня. И одна из задач этой работы – это расширение и углубление описательных характеристик, опытов и переживаний матери, используя огромные богатства и возможности именно русского языка. Поскольку знаток английского, французского и немецкого и русского языков, писатель Владимир Владимирович Набоков сказал, что русский язык наиболее пластичный из всех языков мира. То есть он способен, на нем способны быть выражены тончайшие нюансы переживания разного рода глубинных вот ощущений. Именно на русском языке. Пользуйтесь, язык богатый, действительно. Вот я с детства очень оберегал себе русский язык и активно противился изучению иностранных языков. Вот активно противился просто. Ну, не хотелось мне их изучать. Мог изучить, все в порядке, все было, но не хотел и все. Не знаю почему. Теперь знаю почему. Не с кем было на иностранных языках разговаривать. И сейчас не с кем. Для того, чтобы нормально разговаривать на каком-то иностранном языке, надо в той языковой среде быть. А так слова-то можно выучить, ради Бога. Да? Это будет ущербный язык. А мне он и не нужен. И не ущербный, не безущербный. Вот все, видите как.
Отнюдь я не противник того, чтобы вы их изучали. А то не знаете, как поздороваться с кем-нибудь. Не по-русски. Вот. Так, чтобы совершенно знать язык, надо в той культурной среде проживать. Так вот, имея ряд жизненных примеров, я убедился, что эгоистичные люди, возомнившие себя состоявшимся в духе, как им кажется, переживающие развернутый опыт телесной трансформации, подобный описанному матери в Агенде, да, они сильно заблуждаются. Их амбициозное сознание пытается на основе описания чужих переживаний строить собственные переживания, моделировать их в уме, а потом переносить в эмоциональную сферу и говорить: вот я то же самое имею. Это такая ловкая подмена. И для таких людей обращение к Агенде по меньшей мере не полезно. Они такое там напридумают для себя. Духовными рекордистами или рекордистками возомнят себя, и все. Так вот, пока вам хочется быть подобным кому-то, пока ваше эго стремится кого-то поучать, пока вы чувствуете себя в чем-то вполне состоявшимся, вы в плену враждебных сил. Это несомненно. И постоянно помнить об этом – одно из главных правил работы на пути сознательной эволюции, особенно на поздних этапах. Так что храните все свои переживания внутри, не сравнивайте их ни с чем, пока они сами не заявят о себе. А истинные переживания, они сами заявят о себе, и вы почувствуете, что есть истина, а что вы когда-то напридумали сами. Когда видишь, что собой представляет человеческая жизнь, даже в лучших ее образцах, сколько там глупости, тупости, низости, коварства, уж не говорю о невежестве, потому что это очевидно, даже у тех, кто считает, что обладает широтой души и ума, и доброй воли. И как только сознание направляется на достижение результата, немедленно все, что противоречит результату, не только в личном, но и в коллективном существовании, выходит наружу в самом неприглядном виде. Постараюсь перевести на русский язык. Наблюдая за тем, что происходит вокруг, что происходит в этом воистину безумном мире ежедневно, причем это все одинаково, десятилетиями, столетиями, да, и сегодня каждый день мы имеем возможность это лицезреть, да, по телевидению в частности. Ты видишь, сколько невежества, коварства, злобы и глупости допускают люди, следуя порывам эгоистической жизни. И даже так называемые добропорядочные люди, добропорядочные люди, они сами о себе такого мнения, понятное, да? Диагноз сам себе добропорядочный человек ставит. Вот. Это надо знать. Вот. И когда так называемым добропорядочным людям необходимо достичь какого-то корыстного результата, они пускаются на все самое низкое и подлое и не остановятся ни перед чем, чтобы его заполучить. Так что в таких случаях у добропорядочных людей ничего святого нет. Это сегодня такой мир. Прискорбно, но это факт. Таковы реалии нашей сегодняшней жизни во всех сферах и на всех уровнях ее проявления. Везде, во всем. Если хочешь сделать что-то правильно, сначала успокойся. Не только сам. Необходимо либо уединиться, либо успокоить также и поток обуревающих вас со всех сторон сил. Если хочешь что-то сделать правильно, сначала успокойся. Это совет людям, не только ставшим на путь сознательной духовной эволюции, а любому человеку, который хочет что-то маломальски правильно сделать. Да?
и не допускать ошибок. Ведь только при условии эмоционального покоя можно детально разобраться в любой ситуации и принять правильное решение. Потому что в эмоциональном режиме психической деятельности, мы тоже показали, я думаю, убедительно на примере поведения пилотов в экстремальных ситуациях, в режиме эмоциональной психической деятельности человек выпадает из реального времени и не присутствует, никак не связан с ситуацией, в которую он попал. И не связанным с ситуацией он принимает какие-то решения. Они всегда будут абсурдны, они всегда будут неправильные и губительны зачастую. Вот. И чтобы видеть все в истинном свете, чтобы не принимать поспешных, опрометчивых решений, надо уметь держать эмоциональную паузу. Просто пауза в эмоциях. Эмоции должны быть успокоены. Чтобы эта пауза продлилась какое-то время. Эмоциональная ровность, равно как и молчание ума, непременное условие стяжания духа, непременное условие открытия эволюционной энергии. Главное в достижении эмоциональной ровности – это бдительность сознания. То есть вы должны видеть, когда вы выходите из состояния ровности, какой фактор вас вывел. Когда вы начинаете гневаться или сомневаться, или бояться, да? Вот. Например, вибрация гнева, да? Вот на входе ее надо ловить, на входе. То есть бдительное сознание должно видеть прямо на входе. Вот ты сейчас начинаешь, вот уже еще не бурлишь, но готов вскипеть. Все, пауза. В молчании это все уходит. То есть импульс теряет свою силу, который пытался запустить эмоциональную сферу. Понятно? Это элементарно делается, когда вы в социальных контактах понаблюдаете за собой, и спустя какое-то время труда это не составляет делать. Понятно? Это не психотерапия, это нормально. Так должно быть. И если не пресечь процесс вовремя, то ворвавшийся гнев, например, разнесет вас в пух и прах. Даже если вы, спохватившись, попытаетесь его сдерживать. Бесполезно, коль впустили. Все. Он всю вашу психофизику прокрутит до основания. И по окончании этого процесса вы будете чувствовать себя лишенным энергии и, в общем-то, будете удручены пессимизмом, и вам будут казаться утраченными все ваши духовные наработки. Поэтому наблюдайте за эмоциональной сферой. Не дайте возможность деструктивным силам вас обесточить. И вот хорошую практику, это я себе сейчас скажу, выработки ровности я получил на работе, участвуя в заседаниях комиссий и рабочих групп, которые проводились в ходе расследования авиационных происшествий. Ну и подобные заседания, как правило, сопровождались дебатами участников на повышенных тонах, ибо каждый участник, не имеющий аргументированных доказательств своей правоты, стремился доказать оппонентам или убедить оппонентов посредством эмоционального давления. Ну, наверное, наблюдали такие ситуации, да? Давят и все. Вот. И когда такое случалось по отношению ко мне, а это случалось практически в каждом заседании, поскольку человек или пилот слабое звено, и тут, в общем-то, ему приписывались свойства некого механического робота, который должен выполнять все предписанное в положенное время. И когда начинаешь говорить о том, что человек тоже может отказать, психика человека может, как отказ техники, тоже состояться, да? Вот. Меня мало кто понимал. И поэтому пытались меня убедить на повышенных тонах, что я не прав. Знаете, это были ситуации, порой взрывоопасные. Вот. И вскоре я понял, я поначалу пытался сдерживать то, что у меня внутри кипело, да? Но понял, что так долго я не выдержу, и это неправильно. Я уже на пути был, поэтому тут мне надо было в этой ситуации принять абсолютно правильное решение.
Вот. Я стал действовать по-другому. И как только при моем участии в заседании начинались бурные эмоциональные перепалки со взаимными оскорблениями, даже если это не касалось меня непосредственно, да, я тотчас молча вставал и уходил. И уходил не только с заседания, а вообще с работы. Уходил домой. Предупреждал, я иду домой. Когда это повторилось несколько раз, вот, стали, в общем-то, люди, там, как правило, люди постоянные, ну, с небольшими изменениями, вот, участвуют в комиссиях люди. Ну, я-то был во всех комиссиях в единственном числе, поскольку я занимался человеческим фактором, а представители разных ведомств, различных конструкторских бюро, они менялись, а я был один. Потому что на меня обычно все стрелы летели, и постепенно в разных, так сказать, вот вариантах комиссии поняли, что со мной шутки плохи, я просто уйду. Уйду, а потом вот будем в спокойном состоянии разбираться. Ну, вот так я воспитывал членов комиссии. Председатель комиссии меня всегда хорошо понимал, мы всегда были в хороших отношениях с председателем комиссии, потому что он понимал, если человека правильно не представить и не описать, то все расследование, в общем, будет коту под хвост. Поэтому пришлось вот мне ровность вырабатывать в жестких социальных условиях. Вот. А в дальнейшем, когда мое участие в дебатах было вовсе не обязательным, ну, не мои вопросы рассматривались, руководство приглашало меня просто посидеть в зале. Я понимаю, почему. Чтобы атмосферу сдерживать, вот, которая могла быть, ну, взрывоопасной. Болезнь ашрама в том, что все здесь делается в возбуждении. Люди не могут работать, если они не возбуждены. От этого вечная комедия ошибок. Один говорит, другой не слушает. Отвечает не впопад, и ничего не получается. Один спрашивает, второй отвечает абсолютно о другом. Во всем ужасная путаница. Вот вы посмотрите дебат по телевидению, там спорят, там сколько, 5 лет об Украине, теперь в нормандском формате будут еще лет 5 спорить, вот там вчера произошли какие-то события, да? Вот это одинаковая чушь, одинаковый бред, причем со всех сторон в запале. В запале. Там, правда, есть дирижер, который как дирижирует. Вот если бы я был этим дирижером, то, ну, я не знаю, дирижер должен иметь стальную роботоподобную психику, иначе ты в психушку попадешь 100%, тот, который регулирует все эти дела. Потому что каждый день слышать бред со всех сторон и пытаться этот бред привести в какое-то, ну, удобоваримое русло, ну, это что-то страшное, наверное. Вот ему на путь этому дирижеру встать, может быть, ничего, ровность бы выработал, и к Богу ближе бы стал, и не стал бы заниматься этими глупостями. Вот. И этот ашрам, который создал еще Шри Аурабинда, да, мать продолжила, так сказать, его организацию, а там еще у них Ауравиль. Так вот этот ашрам Шри Аурабинда предстает перед нами, вот по словам матери, растревоженным муравейником. Это всеобщее возбуждение никак не вяжется с местом, где должна делаться серьезная духовная работа. В спокойном состоянии, в эмоциональном покое. Вот. И, по всей видимости, практическая духовная составляющая вовсе не занимала удобно устроившихся на святом месте, как они считали, насельников ашрама, которые паразитируют на имени учителя. Их больше волнуют, по словам матери, насущные мирские дела и проблемы, которые они пытаются шумно разрешить исключительно на повышенных эмоциях. Оттого вся эта комедия ошибок, вечная комедия ошибок, о которой говорит мать.
Так вот, когда, еще раз хочу напомнить, что когда психика человека функционирует в эмоциональном режиме, то сам человек по причине выпадения из реального времени, то есть по причине выпадения из реальной ситуации, а в эмоциях ситуация как бы опережается, он не может адекватно оценить ситуацию. Он способен слышать и видеть только то, что видит и слышит именно он, только он, и ничего другого. И ничего другого. Это научно доказанный факт. И тогда становится ясно, почему люди, постоянно пребывающие в возбуждении, говорят на разных, абсолютно непонятных друг другу языках. Вот абсолютно друг друга не понимают. Они не стараются понять, не могут понять, потому что все происходит на эмоциональном фоне. Вот все эти телевизионные дебаты, вот яркий пример там. Либо глупцы, либо сумасшедшие. Ну, это может быть и в одном лице, и то, и другое. И люди, говорящие на разных языках, на языках непонятных друг другу, каждый говорит на языке собственного эго, они не в состоянии договориться между собой и никогда не смогут принять правильное решение. И выпадение сознания из реальности, а это в эмоциональном режиме происходит, да, закономерно порождает массу нелепиц, ошибок, путаницу, и все просто, так сказать, сводится на нет именно поведением этих людей. Я рассмотрел область влияния мысли, воздействие мысли на тело, потрясающе. Мы не представляем, насколько велико это воздействие. Даже несознательная или подсознательная мысль фантастически влияет на тело. Вот уже 2 года я изучаю это в подробностях. Это невероятно. Самые-самые мелкие ментальные или витальные реакции, которые, как кажется обычному сознанию, не имеют никакого значения, отражаются на клетках тела и способны привести к значительным нарушениям. Недобрые пораженческие мысли, казалось бы, мимолетно нас посещающие, способны оставлять стойкий отпечаток в нашем сознании, в нашем физическом уме, клеточном сознании. Со временем наиболее жизнеспособные пораженческие мыслишки или мысли, их еще навязчивыми называют, они прочно укореняются и держат нас в плену разного рода деструктивных переживаний. Это страхи, сомнения, страдания. И причина подобного явления понятна. Мы сами, а точнее энергия нашего внимания к ним и наши эмоциональные реакции, наш ответ на их воздействие, да, они питают этих энергетических паразитов. Поэтому они становятся неотвязными. Чуть-чуть вот мысль такая придет, мы сразу как-то отвечаем на нее. Любая реакция, любой ответ на пораженческую мысль – это ее подпитка. Гнать ее будете, либо собеседовать с ней, ясно. То есть 0 внимания, просто никакого внимания. Тогда она не получает подпитки. Месяц, 2, 3, на 4 она перестанет существовать. Вы ей не интересны, вы ее не кормите. Ясно? Это энергетические паразиты. И донимать они будут человек до тех пор, пока он не перестанет их кормить. Пока не перестанем обращать на них внимание. То есть их не надо гнать. Не надо по этому поводу возмущаться, не надо никаких стенаний, не надо к Богу обращаться, Господи, там, помилуй, избавь. Просто сохранять ровность. 0 внимания, никакой реакции. Когда нет никакой мысли, проблемы есть какие-нибудь? Нету? Точно? Вот вы определили опытным путем, да? А когда они появляются? Сколько сразу их возникает? Хотя ничего не изменилось во внешнем мире-то. Вот одна мысль способна вас угробить со временем. Одна единственная, на которую вы реагируете. Живо, страстно, там, как хотите. Это происходит все в психической сфере. То, что касается разного рода телесных расстройств и заболеваний, также тесно связано с гипнотической властью мыслей над нашим телом.
Как только мы с вами фиксируем свое внимание на какой-то, казалось бы, незначительной проблеме, где-то кольнуло, зачесалось, закашлялось, вы понимаете, да, ну какая-то мелочь, просто мелочь. Вот. Постоянно к ней возвращаемся, энергетически ее подпитываем, создавая тем самым в клетках деструктивный очаг возбуждения там. То спустя какое-то время в этом месте действительно развивается патологический процесс. Проблема, существовавшая теоретически, то есть виртуально на тонком плане, она начинает материализоваться в теле. Материализоваться как некая соматическая патология. Некоторые ментальные врачеватели советуют мысленно посылать энергию исцеления в проблемные места, то есть пытается выбить клин клином. А к чему это приводит? Такой человек втягивается в изнурительную игру, где врачевание проблемных мест силой собственной мысли становится постоянным занятием, а число проблемных точек в организме стремительно растет. Поняли? Враждебная сила с нами играет блестяще совершенно. Ах, вот так, вот давайте еще подсыпем. Ясно? Подсыпают и еще как. То одно, то другое, то третье. То есть проблема организма в целом невозможно решить в частном порядке. В частном порядке вы проблему организма не решите. Проблема организма решается только кардинально. И решается только с помощью снисходящей эволюционной энергии или божественной силы, которая помогает нам избавиться от главного заболевания, вызванного нашим отказом сознательно эволюционировать, от хронической эволюционной недостаточности, которая порождает в организме человека все остальные патологии. В большинстве своем это так. Так вот, деструктивное влияние мысли на тело я испытал на себе. Вот когда начинаешь подпитывать энергией внимания кажущуюся мелочь, кажущаяся мелочь, например, банальное першение в горле. Ну, запершило в горле. Неважно, причина, не выискивать, вот запершило в горло, да? То эта мелочь начинает фонить, затем материализуется, действительно становится патология с хроническим кашлем, от которого не так просто избавиться. Лекарственный препарат только на время его способен заглушить. Я проводил эксперименты не только касательно кашля, в которых то, что в течение 2-3 недель тебе доставляло крупные неприятности, исчезало спустя 2-3 дня. Вместо 2-3 недель. Вот. При полном молчании ума божественная сила с этим разбиралась. А еще в качестве эксперимента я намеренно в мыслях возвращался к когда-то беспокоившим меня неприятностями и получал результат. Очаг пробуждался, начинал заявлять о себе и был готов развиться в патологический процесс. В мыслях я возвращался туда, все, он опять начинает фонить. Речь вроде бы идет о мелочах, но из этих кажущихся мелочей в нашем организме вырастают порой крупные неприятности. Так что все мелочи надо пресекать на корню, желательно в самом зачатке. Понимаете? Вот мать как-то сказала, что медицинская атмосфера очень опасна. Вообще золотые слова. Именно врачи своими угрозами и внушениями создают в нашем сознании стойкие патологические очаги возбуждения, готовые материализоваться и стать болезнью. Вот. Стоит даже не очень мнительному человеку однажды сходить к врачу, да, если он вполне здоров и чувствует себя нормально, то он уже болен, и болен навсегда. Если, конечно, не станет на путь сознательной духовной эволюции. Вот здоровые вы сходили к врачу, и уже все. В очереди там где-то что-то подхватили со слов вечно ноющих страдальцев и этих там пилигримов по поликлиникам и медицинским центрам, скитальцев. Вот. Как-то ко мне подошла сильно возбужденная женщина
и сказала, что она купила уникальный прибор для лечения всех заболеваний. Всех абсолютно. Представляете, вот счастье какое, вот этот прибор приобрести. Вот. Всех заболеваний, которые лечат. Этот прибор изобрел какой-то чудотворец. Да, и она еще сказала: Александр Васильевич, я вот болела, вот, а теперь я совершенно здорова. И так она заявляла, ну, с такой уверенностью, вот, когда я в глаза ее посмотрел, ну, я понял, что голову надо, наверное, ей лечить, поскольку она вот с таким оптимизмом говорила, что она слишком здорова, что понятно, что какой-то сдвиг патологический произошел именно в районе головы, вот, не в организме в целом. Вот. Так вот, купила она этот уникальный прибор для лечения всех заболеваний, а этот прибор изобрел какой-то чудотворец, к которому она ходила на оздоровительные занятия. Правда, она мне говорит, его убили недавно, но, по словам этой женщины, его жена поддерживает с ним связь астральную, он ей передает все сообщения, то есть он продолжает проводить оздоровительные процедуры уже с того света. Вот. Ну, я тогда понял, что уже все, она раскрылась. Вот я так по глазам посмотрел, а то, вижу, уже и озвучила это дело. Вот. О принципе, положенном в работу прибора, она мне рассказала следующее. Обычный планшетник, этот чудотворец, якобы зарядил темной энергией. Она меня спросила: вы знаете, что такое темная энергия? Да, я говорю, я как-то эти вопросы тоже пытался для себя вот, исследовать, посмотреть, темная масса, темная энергия, но она различия между темной массой и темной энергией не поняла, но темная энергия, она это словосочетание запомнила. Значит, темная энергия заряжена туда, и она способна поглощать все наши болячки, перечень которых, включая многочисленные симптомы, вложен в память. То есть в алфавитном порядке все, что у тебя возникает, ты ищешь и находишь это, а потом отправляешь это в темную энергию. Вот что у тебя там засвербило, ты по алфавиту нашел и отправил туда. Вот. И как только, говорит женщина, у нее что-то где-то кольнет или заболит, она точно находит этот симптом в перечне, одним нажатием кнопки направляет эту болячку в темную энергию. Все. Вот. Я поинтересовался, как часто она это делает. Оказалось, раз 10 в день. То есть раз в 10 у нее начинаются какие-то заболевания, она все это отправляет. Вот уже хорошее занятие. То есть она практически здоровый человек, только с головой, не так. А так тело у нее не болит. Заметили? То есть она проблему из этого не создает. Она сразу в темную энергию. Может, вам купить такой примочку? А? Ну еще и тоже проблем бы не было, смотрите. А? Что ты смеешь? Светлая энергия есть. Не понял. Светлая энергия у нас есть. Светлую? Ну, светлую. Ну, ладно, попробуйте. Со светлой энергией. Отправляйте в светлую энергию. Она сама забирает. Сама забирает? Ну, вот видишь, как ты опытным путем. И при проведении повальной диспансеризации населения выявляют людей с заболеваниями, ранжируют их по категориям сегодня. Казалось бы, в плане профилактики очень хорошая вещь. Однако, если человеку, чувствующему себя вполне здоровым, прямо сказать, что по своему состоянию он попадает в категорию повышенного риска, то есть в категорию потенциальных смертников, ну, если повышенный риск, ясно? Все, вы потенциальный смертник. Вот. То это заявление само по себе сделает этого человека больным в квадрате. То есть это направлено на уход. Чем раньше уйдет, тем меньше с этим больным проблем у государства и вообще органов соцопеки и прочее. Ясно? Так что, видите, вот тут опасно при диспансеризации в такую группу попадете, и все. Некоторые любят попадать в такие группы. Я знаю людей, которые очень гордятся перечнем своих заболеваний. Так что я говорю, но ведь тоже ищет, как себя применить, показать какую-то исключительность. То есть один человек мне показывал диагноз, там, строчек 15 или 20
Вот. И он с гордостью говорил, имея в виду, что вот видите, сколько написано, я еще жив. При таком деле. Что вы молчите? У вас тоже написано много что? Как-то вы так смотрите на меня. А? Вообще не ходит. Немного у тебя? Ну смотри. Врачу не ходит. Ну ладно. А в таких вопросах всегда очень важна деликатность и памятование о главном врачебном принципе «не навреди», а то в группу риска, в группу смертников и все. Живо еще старое халдейское и христианское представление о Боге как о существе, с которым мы недостойны войти в контакт, потому что между ним и людьми лежит пропасть. И это ужасно. С этим необходимо покончить. С такими представлениями ни земля, ни люди никогда не изменятся. Я всегда говорила, что эта мысль внушена асурами, демонами ментального плана. Она помогает им властвовать над землей. И действительно, в древности считалось, что человек, как существо, полностью погрязшее в грехах, недостоин войти в контакт с Богом. И только приход на землю Спасителя, Сына Человеческого, и был призван ликвидировать эту огромную зияющую пропасть между безличным, казалось бы, недоступным Богом, который пребывает на небесах, и обычным смертным человеком. И что самое главное, Иисус дал нам путь, как это сделать. Но, к великому сожалению, из самого Спасителя сделали такого же недосягаемого Бога, как ранее Бога Отца, да, так Отец и Сын, как объект слепого поклонения, были помещены людьми высоко там где-то в небесах, и до них тоже не достать. Ясно? Он-то пришел, чтобы эту пропасть ликвидировать, чтобы действительно открыть божественное в себе, воссоединиться со всеобщим божественным. Он говорил об обретении Царства Божьего и жизни вечной через посредство стяжания Духа. А его сделали исключительно Богом, Сына Человеческого просто, так сказать, нету. Он икона, он Бог. Вот обращайтесь к нему, он высоко и далеко. Я говорю об официальной религии, о церкви, понятно, да? Туда его отправили. А для того, чтобы действительно полюбить Бога, да, как-то искренне поверить в Его существование, надо с Ним все-таки установить контакт какой-то, да, не просто поверить в существование чего-то или кого-то, да, и полюбить этого. Это как-то странно, да? Вот. С Ним надо непременно познакомиться, а ведь познакомиться с Ним можно и полюбить, да, только через посредство Его духовной ипостаси, через посредство Духа, через посредство той силы, которая способна связать наше индивидуальное божественное со всеобщим божественным и пробудить вот, искру Божию в нас самих. Вот только так, вот путь сознательной духовной эволюции позволяет это сделать. Это то, чем мы должны заниматься, и, думаю, занимаемся. Чем больше не сходят силы, тем более крепким должно быть тело. И это важно. Так интенсивная работа нисходящей божественной силы в физическом теле доставляет человеку больше всего неприятностей, особенно тем, кто отказывается сознательно эволюционировать. То есть эта сила выполняет деструктивную, разрушительную работу, проникая обязательно всеми правдами и неправдами, молниеподобно в наш организм. Давит эта сила. Напряженность ее в каждой точке пространства присутствует. Спрятаться от нее никуда невозможно. Вот. И если духовно одаренный человек не становится на путь сознательной духовной эволюции, а духовно одаренный человек, который имеет сильный магнит сердца, да, возможность реализовать себя вот в этом воплощении, в этой жизни, в духовном плане, то эта сила притягивается этим магнитом индивидуальным, да, в организм и выполняет только деструктивную, разрушительную работу. То есть, по сути, человек, который одарен духовно, его неизбежно преследуют физические и психические недуги, как результат разрушительного действия, упорно отвергаемой им божественной силы.
И для того, чтобы эта сила имела возможность выполнять созидательную работу, ей необходимо сознательно открыться. Она не может ничего созидать, если вы ей не открыты. Она только разрушает. А так она в идеале должна разрушать то, что уже устарело в организме, да? То, что мешает духовной реализации, трансформации, да, построить на этом месте на месте разрушенного что-то новое, потом это новое на время зафиксировать, потом зафиксированное новое устаревает, оно должно быть разрушено, потом опять построено там должно быть, потом фиксация. Вот такой алгоритм работы нисходящей божественной силы, если мы и открыты, он является правильным. Понятно, наверное? Вот. А что касается непосредственно физического тела, то его надо держать в оптимальной физической форме, то есть поддерживать оптимальный мышечный тонус. То есть тело не должно дряхлеть. Это истинно материальное образование, которое призвано выносить в себе духовную сущность. То есть духовная сущность или носитель жизни вечной вынашивается или проявляется, правильно сказать, из глубинных структур нашего физического тела. Вот. И физические упражнения – это своеобразная молитва для тела. Вот когда у меня были дважды периоды кажущейся богооставленности, ну вот такое ощущение, что ты как бы отрезан от божественного вот совершенно, то тогда физические упражнения, я их называю молитвой для тела, они давали мне возможность поддерживать как бы связь с Божественным, ощущать, что связь эта не прерывалась окончательно, и физические упражнения сами по себе, они вот такой отклик находили в духовной сфере. Вот. Угнетать тело, издеваться над ним, морить его голодом, морить его холодом, намеренно причинять ему физические страдания, как это делали монахи-аскеты, совершенно недопустимо. Но излишне также нежить тело, то есть молитвенно увлекаться разного рода специальными диетами, лечебными голоданиями, массажами и прочее, прочее, прочее. Если вы этим занимаетесь, молитвенно занимаетесь, значит, боитесь его потерять. А боящийся потерять тело, прежде всего, теряет душу, забывая вообще о ее существовании. То есть забота о теле, они съедают главное. О душе вы совершенно не заботитесь, вы забываете ее. И не в здоровом теле здоровый дух, а там, где здоровый дух, там и здоровое тело. То все наоборот надо понимать. А что касается выполнения физических упражнений, то здесь не может быть каких-то конкретных рекомендаций. Каждый человек должен выбрать для себя то, что ему больше всего подходит. Но общие советы можно дать. Во-первых, занятия должны быть регулярными. Пропуски более 2-3 дней нежелательны. Неважно, по какой причине это. Да? Во-вторых, минимальная продолжительность занятий должна быть не менее получаса в день. А если больше, то не до утомления, чтобы не утомляться. Вот и все. То есть должен быть определенный физический тонус. Его надо поддерживать, этот тонус. А чем можно заниматься? Можно ходить, бегать, ездить на велосипеде, там, на тренажере, плавать, но не в ледяной воде. Выполнять упражнения с собственным телом, с собственным весом, то есть подтягиваться, там, отжиматься под разными углами. То есть каждый должен найти себе посильное физическое занятие. И никогда не надо только соревноваться с самим собой. Не нужно ставить личных рекордов. Понятно? Не ходите на рекорды. Заглядывайте в паспорт иногда. Год рождения смотрите. Ваши рекорды уже там должны остаться. То есть поддерживать физический тонус – вот основная задача, главная задача. Когда мне говорят, а можно ли заниматься йогой, какими-то там позами или 7 какими-то монашескими упражнениями, я говорю, не надо этого делать. Меня все время спрашивают, а почему? Я устал отвечать.
статика, вот та телесная статика во всех этих упражнениях, она совершенно противоречит тому, чем мы должны заниматься. У нас должна быть проточная энергетическая система. Статичные упражнения, они закрепляют энергетический каркас, он непробиваемым становится. Понятно или не очень? И те люди, которые занимались йогой долгие годы, преподаватели йоги, став на путь сознательной эволюции, после ломки тяжелейшей, потом благодарили меня, говорят: Александр Васильевич, спасибо, я теперь только поняла, что такое быть проточной энергетической системой. Вот и все. Если есть возможность, играйте в волейбол, футбол, в бадминтон, в настольный теннис, но не в домино. Чего я только не пробовала, от голодания до мясной пищи. Все я и заметила, что при голодании получаются приятные опыты. Но это вредно, лучше так не делать. Это все старые штучки. Тело должно быть сильным. Так вот, опыты с голоданием надолго, если не навсегда, именно этими опытами с голоданиями, увлекаются люди с незрелым сознанием. Им кажется, что это необходимый и даже главный элемент духовной работы. Вот Иисус там постился 40 дней в пустыне, вот это духовная работа. Дай-ка я буду этим заниматься. Так вот, духовно одаренный человек, если увлечется этим, то ненадолго. Он попробует и перестанет. Духовно одаренный человек попробует и больше не будет этим заниматься. Сам я голоданием не занимался, но пробовал свести пищу к минимуму. Все это происходило после того, как я стал на путь сознательной эволюции, во мне прочно устоялся нисходящий поток. Я ел один раз в день вечером, ел совсем немного, в основном гречку или рис. Этого вполне хватало, чувство голода не испытывал. И вот этот опыт продолжался у меня в течение 4 месяцев. За это время я сильно похудел почти на 10 килограммов, да. Усталости не чувствовал, энергии было предостаточно. То есть вот такой подъем был энергетический. Но это витальная энергия, понятно. Вот. Однако по прошествии 2 месяцев соблюдения этой диеты, выбранной мной, в костях и в суставах появились боли, которые со временем становились все сильнее и сильнее. Особенно они меня по ночам донимали, когда шел поток нисходящий, да. Причина этих болей мне была понятна. Избыток в энергии в теле обычно гасится чем? Жировой прослойкой, а жир – это производные соединительной ткани, а при ее фактическом отсутствии, в отсутствии жировой прослойки, удар принимает на себя кости и хрящи, так же, как и жир, они являются производными соединительной ткани, и туда бьет эта энергия, она бьет по суставам, по костям. Понятно, да? Сильнейшие были боли. Опыт я, естественно, прекратил. И когда набрал 2-3 килограмма веса, боли утихли. То есть жир не пут с его излишками. Это необходимая природная защита организма от всевозможных энергетических потрясений. Это демпфер, это подушка. Гасится избыток энергии. А те же, кто увлекается праническим питанием, как они говорят, не открыт потоку нисходящей эволюционной энергии, потому их эксперименты с голоданием физиологически потекают по-иному. Им это доставляет витальное удовольствие. У них поток не открыт, они чувствуют витальное удовольствие от этого состояния, от голодания. Вот. А с нисходящим потоком шутки плохи. Те, кто ему открыт, они не должны проводить никаких экстремальных опытов с питанием, то есть не впадать в этой сфере в крайности. И пищевой режим сам по себе устанавливается постепенно в зависимости от потребностей тела, к которым надо учиться прислушиваться. И в организме в целом естественным образом уменьшается доля потребления энергии за счет расщепленной пищи физической, а также за счет пранической энергии, которая получается организмом при дыхании. Дыхание становится редким и поверхностным, это факт.
А потому естественным образом уменьшается количество потребляемой физической пищи, ибо организму больше не нужна она, да, в таком количестве. И большая часть энергетических затрат покрывается теперь за счет чистой энергии, которая поступает в макушку головы и по канальцам кундалини поступает, по капиллярам этих кундалини поступает в каждой клеточке тела. Все клеточки тела в основном питаются большей частью этой чистой энергетикой. Завтрак не имеет смысла. Мы это делаем просто по привычке. Потому что тело, напитанное за ночь чистой энергией, готово до обеда, а то и до ужина трудиться без приема пищи нормально. Ну, пообедать можно, но поужинать тоже можно. Но завтракать вообще не обязательно. Вот надо сказать, что в случаях длительного лечебного голодания, я имеется в виду лечебного, под врачебным контролем, в организме действительно могут исчезнуть многие острые хронические заболевания, а также, казалось бы, вовсе неизлечимые болезни. И механизм этого явления понятен. Когда тело лишается пищи, необходимой для его нормальной жизнедеятельности, оно начинает бороться просто за физическое выживание, чтобы выжить физически. И подключаются всевозможные внутренние ресурсы, энергетика извне. И все, что в совокупности, и все, что тело мешает выжить, а там какие-то могут быть сопутствующие заболевания, они просто сметаются. Вот и все. Ясно? Потому что здесь идет борьба за выживание. И те патологии, которые, казалось бы, неизлечимые, да, они способны быть ликвидированы этой энергией. Они сметаются, как просто мешающие выживанию. Я спустилась в одну область человеческого сознания, а следовательно своего тела. Никогда мне не приходилось видеть ничего более трусливого, слабого, жалкого. Это, видимо, часть клеток или сознания, живущих в постоянных опасениях, в страхе, в тревоге. Это действительно ужасно. Так вот, поднявшись в своем индивидуальном сознании высоко-высоко над обычным человеческим сознанием, мать, согласно установившемуся принципу работы нисходящей силы, принципу восхождения и нисхождения, спустилась глубоко-глубоко в область человеческого подсознания, где царит сплошной мрак, где нет ни капли света. Это действительно темные регионы подсознания, человеческого подсознания, где гнездятся всевозможные страхи, тревоги, опасения. Они не могут быть даже конкретными. Они просто страхи, тревоги, опасения, не имеющие никакого предмета. Это нечто аморфное. И там действительно царит пораженческая атмосфера. Это то, что в конечном счете должно быть трансформировано через посредство нисходящей божественной силы. То есть это должно быть выявлено именно этим светом. Вот она говорит, что я ощутила присутствие в своем подсознании именно этих неприятных вещей. Вот. И эта сила, которая работает послойно, вычищая все подсознательные регионы, она способна их уничтожить без следа прямо на месте. То есть уничтожить, по сути, все то, что является нашим эволюционным наследием нашего животного прошлого. И если этого не произойдет, если эти регионы останутся, так сказать, в прежнем состоянии, да, то вся эта мерзость будет постоянно поддерживать в нашем сознании, поддерживать в сознании обычных людей некий негативный фон. А отдельные элементы, которые там способны, так сказать, материализоваться в конкретные, опасения или страхи, они будут заставлять человека бояться, они будут заставлять его сомневаться и, в общем-то, постоянно поддерживать этот деструктивный фон. Любопытно, что у животных, в отличие от человека,
Работа подсознания направлена на обеспечение безопасности у животных. А у человека подсознание становится источником опасности. Опасности быть полностью поглощенным пораженческими настроениями. У животных этого нет. У них подсознание выполняет защитную роль. У нас ментализация сознания. Возникают проблемы иного характера. Подсознание становится для человека источником опасности. Если это не будет трансформировано в полной мере через посредство божественной силы, то человек, в общем, так и будет находиться постоянно в плену страхов, сомнений и страданий. И мы это несем в себе. Мы не замечаем ее, эту область, ведь эта область находится на грани подсознания, потому что сознание начеку и не позволяет нам поддаться страхам, но они способны вызвать болезнь. В один миг я заметила по себе, что кое-какие полностью излеченные болезни возвращаются. Они были излечены, а тут начинались снова. Так вот, надо сказать, что в сфере темного, абсолютно темного человеческого подсознания гнездятся записанные на подкорку, условно говоря, записанные на подкорку зачатки всех ранее перенесенных нами заболеваний. И затаившись, они ждут там удобного момента, чтобы вновь проявиться. Крошечная мысль о возможности заболеть может стать сигналом к их мгновенному возвращению. Если причина болезни, таящаяся в подсознании, не искорена, не трансформирована через посредство божественной силы, то болезни периодически возвращаются. И только работа на пути сознательной духовной эволюции со временем дает человеку возможность избавиться от всякого рода хронических напастей. Эта работа делается не нами. Эта работа делается той самой силой, которая стирает или уничтожает, правильно сказать, на месте, в подкорке памяти о всех ранее перенесенных заболеваниях, которые затаились и потом в качестве хронических вызывают обострение. Понятно? Не хочу быть ни строгой, ни критичной, но этот мир разыгрывает комедию перед самим собой. Это не чистое кривляние, просто каждый чувствует потребность разыграть комедию для себя. Комедия может быть героической, драматической, трагической, поэтической, но в 99 случаев из 100 она оказывается любовной. Люди живут всевозможными, как они говорят, состояниями души и их словесным выражением. Надо сказать, что жизнь каждого человека, каждого отдельного человека – это действительно спектакль, который он разыгрывает прежде всего перед самим собой. А если представляется такая возможность, то и перед окружающими. Но в основном мы остаемся один на один с собой. У нас столько там всяких картин, удивительных, красивых, трагических. Заметили или нет? То есть вы играете с собой. Но на людях тоже приходится иногда играть. Заметили? Прям спектакль. Спектакль. И все разыгрываемое нами в чувствах, в переживаниях, в поступках, безусловно, комедия. Этого могло не быть, если бы мы не согласились играть эти глупые роли. Но нам нравится это. Нам вкусно. Мы получаем удовольствие. Даже от страданий люди получают удовольствие. Заметили? Вы наковыряете больные места, вспоминаете болезненные ситуации, и так приятно становится. Да? Но это идея, как это называется-то, да? Мазохизм. Да? Садизмом, мазохизмом мы занимаемся. В психологическом плане это блестяще совершенно у некоторых получается. Вот. И весь этот театр абсурда режиссируется нашим эго совместно с кармическим педагогом. И в основе подавляющего большинства этих жизненных постановок действительно лежат любовные истории. Мать тут права.
И если в нас приоткрывается истинная сущность и выглядывает через маленькую-маленькую щелочку наружу, если есть, так сказать, часть души, которая наблюдает всю эту ерунду, вот, то действительно она нам может сказать: ну что ты ломаешь комедию? Вот у меня так по жизни было. Когда я слишком заигрывался вот сам с собою, и вот настолько вот в это как бы входил, это для меня было реально, когда на самом деле это вообще не было ничего, просто не существовало, все это было придумано. И душа мне говорила: ну хватит валять дурака, хватит. И я понимал, да, надо остановиться. Слишком заигрывался в этом спектакле. Вот. И затем я всегда это видел как бы со стороны, мне это всегда очень помогало. Если я слишком заигрывался, то мог вовремя, в общем-то, это и прекратить. С помощью истинной сущности, которая помогала мне это сделать. А многие люди играют всерьез и заигрываются, совершая массу всяких глупостей, непоправимых ошибок, порой трагические ошибки совершаются. И люди настолько вживаются в роль, что готовы лишить себя жизни. И такое тоже случается. И только сейчас понимаешь, что временами ты делал трагедии буквально из ничего. И удивляешься, насколько тогда ты во всем был другим человеком, человеком с совершенно иным сознанием. И когда-то давно, еще только я стал на путь сознательной эволюции, вот по поводу нашего актерства в жизни, я даже написал стихотворение, и там были следующие строки. «Глядим себя с прокуренной галерки, фальшивим роли, Господи, прости, от чей-то тщетный шепот из суфлерки пытается ненужное спасти». Суфлерская будка, знаете? То есть вот эта игра, что ты играешь. То есть я прекрасно чувствовал в тот момент, где-то подсознательно, что вся жизнь действительно это трагикомедия, которая с твоим участием происходит, и на самом деле, в общем-то, это то, что в один момент может быть прекращено и должно быть прекращено. Хватит, сколько можно. Но мы настолько заигрываемся, и всю оставшуюся жизнь посвящаем именно этой трагикомедии, вместо того, чтобы заняться делом, ради которого мы пришли сюда, на эту землю, чтобы принести духовные плоды, и не более того. И мое сознание, вот по мере продвижения по пути сознательной эволюции, оно менялось, по крайней мере, трижды. И ко мне иногда приходят люди и говорят, что потеряли любовь, что в душе у них мрак, из которого невозможно выбраться. Я советую им спокойно подождать. И через полгода они уже над этим смеются. И то, что казалось им трагедией, спустя какое-то время уже видится совершенно по-другому. Вот тогда была трагедия, потом почему-то уже нет. Почему? Но благодаря этим спектаклям, которые разыгрывают наши фальшивые существа, ментальные и витальные, наш ум и эмоции, да, благодаря этим спектаклям пробуждается наша истинная сущность, которая, наблюдая все это, не желает быть зрителем этих витальных постановок. И когда нежелание достигает критической точки, и мы начинаем задыхаться в этих эгоистических перипетиях, в этих своих, так сказать, фальшивых ролях, тогда мы пробуждаемся к новой жизни. Вот так вот. Так что, когда наиграетесь, знайте, что есть выход. Мать проделала эксперимент со множеством людей, предлагая им
гипотетический вариант бессмертия. То есть бесконечно долгое продолжение жизни в уже известных сегодняшних обстоятельствах, со всеми известными персонажами. Именно этого и хотят подавляющее большинство людей. А далее она открывала карты, цитирую. «Но чтобы стать бессмертным, вам нужно постоянно изменяться. Иначе неизбежно будет происходить то, что обычно когда-нибудь, не поспев за переменами, вы умрете. А если вы будете меняться в соответствии с движением, все, что окружает вас сейчас, исчезнет. Поймите, останется жить лишь часть вашего существа, с которой вы сами еще плохо знакомы. Но это единственное, что может остаться, остальное будет постоянно уходить. Так хотите ли вы бессмертия?» И только 1 из 10 отвечал «да». Вот о чем она здесь говорит. Люди готовы принять тот вариант бессмертия, который им мил, который им выгоден и который потакает их эгоизму, а не тот, который угоден свыше, который угоден Господу. То есть они готовы принять бессмертие, стать бессмертным, да, только при условии, что все их окружение, то есть милое им окружение, останется с ними навсегда. Первое условие. А если вы при этом останетесь один, такой вариант бессмертия их не устраивает. Вот чтобы все окружение, может ненавистные, пусть не очень милые, там собаки, кошки, там жены, мужья, дети, внуки, но чтобы вот все при себе. А готовы вы один остаться, вот от всего отрешиться. Проверьте себя. Не, лучше умирать, но в окружении. Без следа и памяти, потом опять возвращаться, опять умирать в окружении, опять без следа и памяти возвращаться. Да, и вот какой раз-то уже? Не надоело? Люди не хотят менять повседневную жизнь, они не хотят расставаться с привычными связями, они хотят законсервировать все в теперешнем состоянии. А это ведь невозможно, так не может быть, да? Так вот, у диких племен умершего вождя провожали в загробный мир, погребая вместе со свитой, с женами, с лошадьми, там, с собаками, с кастрюлями. Так вот, многие духовные люди, в кавычках духовные, по такому же принципу хотят шествовать в жизнь вечную, то есть вместе со всем своим окружением. Вот тогда будет все в порядке. Им-то и Бог нужен такой, который будет потакать их желаниям. Вот такой Бог их вполне устраивает. Если они такого Бога не найдут, то никакого другого им не надо. Только оно, Всевышнее сознание, позволяет жить среди ужасающе неинтересных и пустых вещей. И став им, этим Всевышним сознанием, ты видишь, что свет живет и жил не только в твоем теле, но и во всех телах, что во все времена наполняли мир. Так вот, только Всевышнее сознание или супраментальное сознание, которое открывается вам в результате, у вас открывается в результате работы на пути сознательной духовной эволюции, да? Сознание, в котором ты пребываешь, это новое сознание, оно наполняет твою жизнь божественным смыслом, то есть Всевышним смыслом. И только оно в этом суетном мире, пустопорожнем мире помогает тебе жить жизнью полноценной, то есть жить с интересом. И только оно, это новое сознание, способно видеть свет во всем, что нас окружает. И в первую очередь, действительно, ты его видишь в людях. То есть в каждом человеке есть этот потенциальный свет, потенциальная возможность духовной реализации. Но что люди творят? Ты начинаешь относиться к этому миру, глядя на него с некоторых пор, с добрым юмором, и ты видишь, что это огромная театральная сцена, весь этот мир, где Господь, как мудрый режиссер, ставит свои постановки, а ты их зритель, вот в новом качестве, в новом сознании, а ты их зритель, во всем видящий руку этого гениального режиссера. И в этом мире, где развертывается божественная игра, нет ни смертей, ни трагедий, а есть только Господь, который, так сказать, в людях разлит вот этим светом, да, этими божественными искрами, и нет смерти, и он потерял себя.
в людях. И он готов найти себе эти капли божественного света. Они способны открыться, способны воссоединиться со всеобщим божественным. Вот в этом и заключается смысл игры «Найди себя», смысл человеческой жизни на земле. Вот. Люди ходят в театр, чтобы получить временное удовольствие. Ну, на полчаса хотя бы, да? Ты же в своем новом качестве, когда тебе открывается, так сказать, этот мир, вот весь мир как некая театральная сцена, да, становишься постоянным зрителем в театре жизни. И этот театр открывает тебе сам Господь Бог. То есть ты его глазами глядишь на этот мир. Отождествившись с ним, со всеобщим, да, ты становишься, ну, как бы зрителем в этом театре жизни. То есть новое сознание позволяет тебе им стать. Невозможно что-то изменить, не утвердившись в совершенной ровности. Я поняла это за последние годы. Так во всех мелочах. Сначала нужно сказать: да будет воля твоя, а затем воля завтрашнего дня, и все изменится. Но сначала нужно все принять. Ну, действительно, без абсолютной ровности сознания духовная реализация невозможна. И в состоянии абсолютной ровности, и ментальной, и эмоциональной, мы начинаем воспринимать все происходящее в окружающем мире, не выказывая никакого отношения к этому. То есть нет никаких реакций эмоциональных на все происходящее в этом мире. Ни эмоциональной, ни ментальной реакции. Любое наше отношение к миру, я думаю, что вы, наверное, в этом убедились. Да, любое наше отношение к окружающему миру не меняет его, а доставляет нам только хлопоты. Вы заметили или нет? А? Есть такое? Как бы вы к нему ни относились, к этому миру, вы его изменить не можете, а только хлопоты вам это отношение ваше доставляет. И вот это постоянно, вы в этих отношениях, вот это не так, то не эдак. Вот, ну, понимаете, вот жизнь человеческая, она все время вот в этих эмоциональных крайностей. Но люди считают, что именно это и есть жизнь. Потому что если этого не будет, где же тогда жизнь? Вот эта суета, это мельтешение его жизнью называет. Смертной жизнью, да, я готов, обе руки за. Но чтобы открылось новое сознание, нужна абсолютная ровность в эмоциональной сфере. Если ваши эмоции будут гулять направо и налево, если вы будете относиться к этому миру всегда, так сказать, с какой-то окраской, с каким-то оттенком, с каким-то, так сказать, психофизическим там подтекстом, беда. Вся ваша жизнь может превратиться в результате в сущий ад. Поэтому работа идет так медленно. Дело в том, что те, кто с легкостью принимает настоящее положение вещей, как бы застывают в нем, они перестают двигаться вперед. Вот здесь хотелось бы пояснить то, что она хотела сказать. Это не очень понятно на первый взгляд. Существует опасность в неправильном принятии настоящего. То есть вы его приняли, это настоящее, успокоились и дистанцировались от мира. То есть вас мир теперь не трогает. Это такая буддистская, что ли, позиция отношения к миру. При такой позиции сознания духовный прогресс невозможен. Надо понять абсурдность всего происходящего в этом мире. Не просто от него дистанцироваться. Понять абсурдность всего происходящего и отойти от него в совершенной ровности, с пониманием, да, тут полный бред. Но одно только принятие мира без открытия высшей воли, если вы не откроетесь божественной силе и высшей воли, это топтание на месте. Через посредство Духа надо непременно открыть свою истинную сущность. И тогда взаимодействие с миром будет строиться на принципиально новой основе. Вы будете в нем, в этом мире, но не от мира сего. Вы в нем, но не от мира сего. Не дистанцироваться, не убегать, не принять, сказать: да, ну вот он такой, все, я понял, принял и буду жить, как я живу.
Речь идет о том, что, став на путь сознательной духовной эволюции, вы должны увидеть абсурдность этого мира и должны открыться той силе, которая изменит ваше сознание, и тогда вы будете в этом мире не прятаться от него, вы будете в нем находиться, но действительно будете не от него, то есть не от мира сего. И вторая позиция, она о ней тоже говорит. А тем, кому не терпится попасть в будущее, кто видит, каким оно должно быть, очень трудно принять настоящее. Они брыкаются, возмущаются, сопротивляются, и поэтому ничего не могут сделать. Так что есть и другая крайность в отношении к миру, и занимает тех, кто неравнодушен, кого этот мир беспокоит, кто строит в уме идеальную модель будущего. Для них этот мир возмутителен. Они пребывают в гневе, они пребывают в стенаниях, в суете, они хотят непременно исправить его, но не имеют на то никаких действенных средств. Себя-то исправить не можете, а то хотите исправить мир. Знаете, люди какие-то наивные, они хотят переделать мир под себя. Вот. А сколько таких вот желающих переделать мир под себя эгоистов? 7,5 миллиардов уже, да? Я не знаю, сколько. Вы считали? Ну, он считает. Кто считает? Ну, он. ООН? А они не считают? Только ООН считает. Ну пусть считает. Не могут никак в мире китайцев посчитать. Не успевают. Пусть сначала хоть китайцев посчитают. Исправлять себя, ибо мир таков, как вы сами. Он не может быть другим. Он такой же, как отдельно взятый человек, со всеми проблемами. Одинаковые проблемы. Понятно? Такой же эгоист, такой же гневливый, завистливый, ревнивый, злой. Но такой же и мир. Все претензии только к самому себе. Так что читайте Кришнамурти, читайте «Свободу от известного». Там все, что присутствует в человеке, присутствует в этом мире. Он там блестяще это показывает. Очень простыми словами. Все очень просто. Не замечай зла, не говори о зле, живущем в других, не сохраняй вибрации, рожденных от созерцания критики и дурных событий. Это и учил Будда. Замечая зло, человек помогает ему расти. Блестящая фраза. Очень правильная. Замечая зло, человек помогает ему расти. Во-первых, в нашем уме должен возобладать покой. Это фундамент. Это фундамент, на котором строится вся духовная работа. А потому все суждения, тем более осуждения по-любому, неважно по какому поводу, возбраняются. Ведь Иисус призывал своих учеников не судить ближнего. Призывал? Да? Во-вторых, замечая зло, возмущаясь им, говоря о нем, мы поддерживаем его. Мы внедряем его в сознание людей, мы его тиражируем. То есть мы поддерживаем эти формации энергии своего внимания. Странно, да? Казалось бы, его надо обличать, о нем надо говорить, оно должно уменьшиться. Напротив, оно тиражируется со стремительной скоростью. Со стремительной скоростью тиражируется. Сегодня все средства массовой информации и журналисты в самом прямом смысле паразитируют на зле. Они прочно внедряют его в жизнь. Они подпитывают его энергией внимания. Они заражают бациллами зла незрелые души и сознание тех, кто являются потенциальными выразителями зла. Если он еще потенциальный выразитель зла, то он им становится, напитанный извне. Там, где появляется падаль, слетаются стервятники, которые разносят эту заразу. Таким образом, вибрациями зла пополняется астральная помойка.
А мы тесно соседствуем с этим миром. Враждебные силы там, все враждебные формации там питаются. Мы их подпитываем. Так вот, в советское время в нашей стране подобные вещи не тиражировались прессой. Да и зла как такового было в разы меньше, в разы, я подчеркиваю. Я просто знаю состояние дел вот в сфере криминогенной с 1973 года до 90-х уж точно. Вот. И это, безусловно, приносило положительные результаты. Локализация зла, а не его публичное тиражирование, лежит в основе профилактики преступлений. Серийные убийцы только множатся, несмотря на громкую огласку подобных дел. По поводу любой пьяной поножовщины или банальной квартирной кражи журналистами раскручивается целая криминальная история. Все это в целом создает питательную среду для совершения всевозможных преступлений, для приумножения зла. И в последнее время телевидение и пресса постоянно трахтят, например, о пьяных водителей, совершающих дорожные происшествия со смертельным исходом, но число их почему-то не убавляется. Вот и делайте выводы. Далее мать говорит: но критики возражают, если вы не видите зла, то не можете излечить его. Если вы оставляете человека с его ростом, он никогда не избавится от него. Так они оправдывают свое действие. Но Штеф Рабинда в своем афоризме на эту тему заранее отвечает на подобные обвинения. Человек не видит зла не по неведению или безразличию. Он может заметить его, но не желает участвовать в его распространении, дав ему силу своего внимания и опору сознания. Так вот, если человек фиксирует зло своим вниманием и придает ему эмоциональную или ментальную силу, то оно, это самое зло, в форме деструктивных вибраций, непременно попадает в пространство. Обязательно попадает в пространство. И там уже живет самостоятельной жизнью и становится заразительным началом для тех, кто является потенциальным носителем и выразителем зла. То есть множатся враждебные формации или враждебные силы. Понимаете механизм? Страшная вещь. Человек, следующий по пути сознательной духовной эволюции, прекрасно видит все зло, творящееся вокруг. Видит, прекрасно видит. Но он принимает это как факт, как неизбежное явление в мире людей, которые пребывают в неведении. Но осуждением и обсуждением этого явления он не занимается. Это не наше дело. Мы не должны давать злу опору в сознании людей, пробуждая в них низшее витальное. Это ненависть, агрессию, которую, в свою очередь, все более сгущают, и без того мрачную астральную атмосферу на нашей планете. Вот и все.